Совсем недавно я вам обещал, что скоро будут падать огромные камни с неба. Весь известный нам мир кардинально изменится. Хотел бы я оказаться неправым, но, увы, сбываются все мои самые невероятные прогнозы. Всем привет! С вами Финемор. В середине февраля 2021 года штат Техас попал на первые полосы всех мировых газет и в топы всех выпусков новостей, поскольку обрушившийся на штат невиданный холод привел к настоящей гуманитарной катастрофе. И вот не прошло и 2 месяцев, как Техас снова впереди планеты всей. 28-29 апреля на штат выпал град, который сначала назвали «большой, как бейсбольный мяч». Однако вскоре выяснилось, с эпитетами люди слегка ошибались. Таким образом, о ледяном бейсболе речь уже не идет. Скорее, это регби или футбол. До обычного мяча град пока, конечно, слегка не дотягивает, но все впереди. Разрушения тоже получились несколько неожиданные. Таким образом, о ледяном бейсболе речь уже не идет. Скорее, это регби или футбол. До обычного мяча град пока, конечно, слегка не дотягивает, но все впереди. Разрушения тоже получились несколько неожиданные для после дождя. Крупный град всегда бьет стекла и фары у каких-то автомобилей, иногда пробивает крыши домов, окна, разрушает покрытые теплицы. Но здесь, как видим, крупный кусок льда попадался не 1 на миллион, а летели камешки плотно. Там, где они прошли, целого не осталось ничего. Скоро градины будут достигать весом килограммов, а потом и десятков килограммов. Мало кто верил в это. В комментариях вы часто писали, что я сильно преувеличиваю. Но плавно и постепенно все эти прогнозы становятся реальностью. И становятся реальностью не потому, что я такой умный, а потому что именно так это явление отражено в пророчествах. Грады будут частыми, повсеместными и все более крупными, разрушая даже здания. Тенденция очевидна, и, полагаю, уже этим летом будет побит следующий рекорд. Где-то должен выпасть град размером с футбольный мяч. Не верите? Тогда смотрите дальше. Жители Техаса еще только начали чинить крыши и теплицы после аномального града, обрушившегося на штат 28-29 апреля. Как пришел май, с ним вернулся и град. Однако на этот раз град был не аномальным, а какой-то чудовищный. Эпицентром стихии стал город Сан-Антонио. Как понятно из морфологии ледяной глыбы, она упала в груду травы и потому не разбилась, позволяя провести ее замеры. Но очевидно, таких камней нападало много, и не все удалось собрать. Обращаю внимание, линейка на картинке не в сантиметрах, а в дюймах. Как видим, получается 5 дюймов. Переведем в сантиметры – 12,7. Это почти 13 сантиметров. Я уже обещал как-то ледяные кирпичи с неба, и вот вам, пожалуйста. Правда, я не думал, что кирпичи начнут падать так рано. Очевидно, теперь на очереди строительные блоки, которые пошли на сооружение пирамид. А пока природа разминается, в Финляндии с начала мая идет снег и уже нападало 30 сантиметров. Понятно, конечно, что Финляндия – это северная страна, но май все-таки сейчас не апрель и не март. И по прогнозам снег там будет идти еще не меньше недели. А жители Австралии фотографируют невиданные водные смерчи. Точно такие же смерчи терзают и побережье Китая. В Алжире сильное наводнение, и после схода воды улицы напоминают съемочную площадку сериала на тему постапокалипсиса. Ливан – водохранилище Каракун. Количество погибшей за один вечер рыбы экологи оценивают в 80 тонн. С атмосферой происходят также какие-то непонятные вещи. Озеро Онтарио – 5 мая. Небраска – 4 мая. Испания – 4 мая.
Наконец, Исландия. Вулкан Фаградальсфьядл. До начала мая извержение там было по гавайскому типу, и посмотреть на лаву приходили толпы туристов. А сейчас лава начала бить фонтаном. Высота столба достигает полукилометра. Если оценивать каждую из приведенных аномалий локально, то ничего особенного как бы и не происходит. Но вымерла рыба в водохранилище, выпал град или кого-то там затопило. Так было всегда. Однако всегда так не было. То есть такие ЧП в мире происходили достаточно регулярно, но не так часто. А сейчас погодные приключения льются как из рога изобилия. Ситуация все больше напоминает притчу про лягушку, которую варили на медленном огне, и она не замечала плавного и медленного нарастания температуры. Приблизительно то же самое происходит и с планетой Земля, которая при текущей динамике ситуации однажды, если не закипит, то станет малопригодной для жизни. Произойдет это через 50-100 лет. Или природа уложится с зачисткой в десятилетие, тут я точно не могу сказать. Но то, что дальше будет нечто весьма необычное, это могу вам пообещать точно. С наступлением мая Метеорологическое бюро Великобритании пришло к выводу, что минувший апрель стал самым холодным апрелем в стране с 1922 года. Прохладная погода сопровождалась морозами на воздухе и на земле, в результате чего был зафиксирован самый морозный апрельский день с 1960 года, когда началось точное ведение учета. Однако, несмотря на холод и морозы, апрель был самым солнечным за всю историю наблюдений. Как объяснить этот парадокс, британские климатологи не знают. К счастью для британцев, апрель быстро закончился, и наступил месяц май, который Южная Корея встретила 20-сантиметровым снегом. Тем временем в засушливом пустынном Афганистане началось наводнение. Таким образом, в другой части мира еще одна климатическая аномалия, которой нет объяснения. Хотя, конечно, на Аравийском полуострове с климатом сейчас настоящее веселье. Так, на Объединенные Арабские Эмираты обрушился пылевой шторм. А тем временем, всего в 500 километрах к северо-западу, в регион пришли не простые дожди, а буря с невиданными молниями, от которых ночью было светло как днем. Потопы в соседнем Йемене. Ситуация сложилась очень странная, поскольку обычно никогда такого не бывает, когда в пределах одного региона, где нет разделения горными хребтами и морем, такие резкие погодные перепады. Однако по сравнению с тем, что будет в середине мая в Эфиопии, в Сомали и в Кении, погода у арабов померкнет. Там обещают невиданные осадки и советуют готовиться к эвакуации. Потопы сегодня тоже по всему миру, и они уже как-то привычны. Но Африка и Афганистан – это уж нонсенс. Для этих мест наводнения не характерны, иначе там жили бы креветки и дельфины, а не тарантулы и верблюды. И при этом, что странно, многие страны топят, а реки там почему-то пересыхают. Или тот же фокус с апрельским похолоданием. С одной стороны, как-то необычно холодно, с другой – солнце какое-то удивительно яркое. Вот что пишут про солнце разные люди. Пост с форума. Я живу на восточном побережье США. Сейчас у нас 18:30. У меня есть окно, которое смотрит прямо на запад. И солнце сейчас довольно высоко в небе. Я сижу сейчас дома, как и многие. И если я встану около окна больше, чем на минуту, солнце буквально меня жарит. Я говорю об очень неприятном тепле, исходящим от солнца. Раньше я ходил на пляж утром, чтобы загорать, около 11 часов. И это никогда не было так плохо. Просто стоя перед окном, в течение 3 минут я чувствую себя, как в духовке. Солнце испускает более интенсивные тепловые лучи, чем раньше. Я не знаю, что изменилось, но я не вижу, чтобы кто-то упоминал об этом еще. И еще один пост с форума.
Я живу примерно в 12 часах езды к северу от Южной Монтаны, в Йоглвилле. Первая неделя мая солнце садится, но под прямыми солнечными лучами как-то очень жарко и неприятно. Хуже, чем в августовский полдень. Кто-нибудь еще это чувствует? Это то, что американские люди чувствуют. А вот то, что американские люди видят. Снято в Канзасе 3 мая. Официалы пишут в учебниках, что спрайты – это редчайшее атмосферное явление, что их видно только в крупные телескопы и со спутников. Но тут получается, что просто человек сидит у себя в амбаре и фотографирует спрайты каждую ночь. Очевидно, что скоро все молнии будут такими. Так что же всех тогда нас ждет? Одним из самых простых и явных признаков конца света является землетрясение. Перед концом планета будет испытывать внешнее гравитационное воздействие, и чем ближе к концу, тем более сильный характер оно будет иметь. Литосферные плиты сейчас относительно статичны, нет воздействия, но они понемногу начнут приходить в движение, соответственно, проснутся вулканы. Землетрясения будут иметь совершенно иной характер. Они станут массовыми, как следствие резко вырастет их амплитуда. 9-10 баллов будет обычным делом. В самом конце это воздействие примет чудовищный характер терраформинга. Горы будут возникать прямо на глазах, земля будет дрожать как желатин. Целые континенты будут двигаться как корабли. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.